Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и сейчас мы поговорим об очень важной теме смартфонов Realme, Oppo и OnePlus. А точнее о том, как отключить сбор ваших личных данных на оболочке Realme UI 4.0 и Realme UI 3.0, а также в Google. Когда-то на своем канале я уже снимал подобное видео по смартфонам Realme, но тогда оно касалось оболочки Realme UI 2.0 и 3.0, а это, как вы уже поняли, в основном будет касаться оболочки Realme UI 4.0, но также оно подойдет и на Realme UI 3.0. Что вообще даст нам данное видео? Во-первых, вы удивитесь, сколько личных данных может собирать система Android и оболочка смартфона. И во-вторых, так как мы это все отключим, вы заметите, что ваш смартфон стал лучше держать батарею, так как он не будет тратить энергию и свои ресурсы на сбор данных и отправку этих данных в Google и Realme. Итак, не буду затягивать начало видео, приступаем. Зайдем в настройки, в поиске настроек пишем «Трассировка системы». Заходим сюда. Трассировка системы отслеживает ваши приложения и ведет по ним журнал, записывает их действия. Все эти галочки нужно отключать. По умолчанию большинство из них и так отключены. Но вот у меня включена эта галочка «Записывать действия приложений, доступных для отладки». Я ее отключаю. Друзья, к слову скажу, если вы на своем Realme уже отключали отслеживание действий, то возможно какие-то пункты вы пропустили. Вместе со мной сейчас вы можете все их пройти и посмотреть, отключены ли у вас все нужные галочки. Также попрошу своих подписчиков и зрителей, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями, оставляйте комментарии, ведь чем больше будет набираться просмотров, лайков и комментариев вот на таких видео Realme, тем больше и чаще я их буду выпускать. У меня будет для этого гораздо больше мотивации искать различные фишки и настройки по смартфонам Realme. Двигаемся дальше, заходим в настройки, дополнительные настройки, клавиатура и способ ввода, управление клавиатурами. И если вы пользуетесь стандартной клавиатурой от Google Gboard, то нажимаем на нее и заходим в ее настройки. Здесь спускаемся немного вниз, заходим в конфиденциальность. Если у вас стоит вот эта галочка, то ее нужно обязательно отключить. Автоматически отправлять в Google статистику использования приложения. Отключаем отправку статистики. Теперь двигаемся немного вниз. Эта галочка у меня и была отключена, персонализация для вас. Улучшение для всех я оставляю. Отправка аудиосообщений также нужно снять. Смотрите, что здесь написано. Фрагменты аудио, записанного при голосовом вводе в Gboard, будут отправлены в Google и храниться на серверах, чтобы мы могли улучшать распознавание речи для всех пользователей. В общем, если кто не знал, то в клавиатуре Google есть вот такой значок микрофона. Нажимаем на него, и с помощью него мы можем вводить текст с помощью голосового ввода. Так вот, когда мы таким образом делаем голосовой ввод, эти фрагменты могут отправляться в Google. В принципе, как и фрагменты написанных сообщений вручную. И здесь в конфиденциальности клавиатуры мы и отключаем данную функцию, чтобы фрагменты не отправлялись в Google. Следуем далее. Заходим в настройки. Чуть ниже конфиденциальность. Сверху вкладка еще раз конфиденциальность. Здесь нужно снять галочку «Контент приложений». Если она включена, то вы разрешаете приложениям передавать контент системе Android. То есть, простыми словами, то, что вы делаете в приложениях, передается системе Android, а значит Google. Теперь здесь заходим в другие расширенные настройки. Отслеживание действий. Спускаемся немного вниз. Находим «История местоположений». Здесь сохраняются данные о том, какие места вы посещаете с устройством, даже когда вы не используете наши сервисы. Конечно, ниже они пишут, что это позволяет вам получать рекомендации с учетом посещаемых мест. Но по сути, друзья, если у вас включена эта функция, то система Android следит за вами там, где вы находитесь. Даже если у вас отключено местоположение. Они могут определять приблизительное местоположение через интернет. В общем, я эту функцию отключаю. Нажимаем «Отключить». Отключить. Окей.
Проверяем, что история местоположений отключена. Далее шагаем назад и возвращаемся в другие расширенные настройки. Теперь заходим во вкладку «Реклама». Здесь первым делом отключаем вот эту галочку, если она у вас включена, «Ввести журнал отладки для объявлений». По большому счету здесь также можно удалить рекламный идентификатор, но это совершенно не обязательно, и я этого делать не буду. Если его удалить, приложения по-прежнему будут показывать вам рекламу, однако она может стать менее актуальной для вас. То есть особого смысла в его удалении нету. Я его пробовал как удалять, так и работать с ним. Это примерно то же самое. Отсюда шагаем назад. Использование и диагностика. Также снимаем эту галочку. Помогите сделать устройство Android еще лучше. Разрешите автоматически отправлять в Google диагностические данные, а также сведения об использовании приложений из самого устройства. Конечно, если вы хотите помогать компании Google, то оставляйте эту галочку. Тогда на вашем смартфоне Realme будут создаваться журналы с диагностическими данными и периодически отправляться в Google. У себя я ее не включаю. Следующие настройки. Заходим в основные настройки. В самом низу об устройстве. Программа совершенствования сервиса. Если у вас стоят две эти галочки, они, кстати, относятся как и к предыдущему пункту от Google. Они также собирают статистику с вашего смартфона, только отправляют ее компании Realme непосредственно. В общем-то, снова выбор за вами. Если вы хотите, чтобы смартфон создавал журналы и отправлял их в Realme, то оставляйте эти галочки. Лично я их снимаю, чтобы ничего лишнего смартфон сам не создавал и не отправлял. Шагаем назад в основные настройки. Теперь заходим в Google. Находим здесь пункт «Персонализация с учетом общих данных». По умолчанию здесь должны быть включены все галочки. Что это вообще такое? Разрешите приложениям Google использовать данные на устройстве, чтобы сделать Android еще лучше, например, усовершенствовать рекомендации и подсказки. Уже понятно, что это отслеживание. Зайдем в подробнее. Приложения на вашем устройстве могут обмениваться данными с индексом персонализации, который хранится на вашем устройстве. Приложения Google, такие как Google Search и Ассистент, могут использовать этот индекс, чтобы давать вам более точные рекомендации и предложения. То есть, по факту, Google собирает вот из этих приложений, которые здесь разрешены, какие-то ваши данные. В общем, здесь я снимаю все галочки, кроме YouTube, чтобы на YouTube не путались мои интересы. И, конечно же, друзья, если у вас возник вопрос, тестировал ли я это все на других своих смартфонах Realme, конечно, тестировал. Все эти настройки проверены, можете смело их выполнять. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!